Ребята, ну в общем, сейчас пошагово примерно представим, воссоздадим события, как это вообще было. Как ребята купили автобус, что они дальше делали, сколько это стоит. Сейчас все узнаем. На улице дождик, а мы сегодня пришли в гости. Света, привет! А где Максим? Максим побежал в магазин за скатертью. О, скоро мы его увидим. Гостеприимная хозяйка нас встретила. Да. Хотя все, кто знает меня, все спрашивают, как ты живешь в автодоме, как твои вещи туда все влезают. Я как Мне уже девочка, нравится. в первую очередь, Да, я как да, девочка, да, в да. первую очередь про это подумала. Интересно, где Света Надежда? Хранит Мы же все любим, свои чтобы оно было не наряды, 2 и не 3. Да, вот здесь, вот, собственно. Все плотничком, видите, все как бы. плотничком, Да. В принципе, более-менее все влезает. Ну, конечно, понятно, что у нас есть багажник, и там хранятся вещи вне сезона. То есть, если бы еще и круглогодично здесь вещи хранились, конечно, тогда бы не влезло. Ага. Для макияжа, да, принадлежности, всякие сережки, вот там для волос средства, и у меня здесь вот все рядом, я Всё в общем, продумано. и здесь и наряжаюсь, Да. здесь и, точнее, одеваюсь, и здесь же и всякие там сережки на себя. Вас Вот снимает пришел скрытая камера хозяин сразу. дома. Привет, это Вот Максим. пришел мастер, который вот это все своими руками Своими ручечками создавал. все здесь сделал. Весь Тут уже уют. репортаж без тебя идет. Мы тут уже посмотрели гардероб у Светы, познакомились с Персиком. Такое, как ты рысь, настоящая рысь. красавица. Подожди, а это он или она? Ой, Это еще и он, ты рысь. надо же. Эй. Смотри, какой лапа здоровая. Спрашивайте. Долго? Долго. Сколько вы уже Света- живете? Сколько? 1,5 года? 1,5 года? Мы не строили, да? Живем 1,5 года. Живем 1,5 Ладно. года, а стройка как началась, Не, ну основной этап-то мы выстроили, Так это за и не полгода мы закончится построили. а так вообще да. Это как в квартире, Тоже вы да? прям ремонт все своими можно руками только делали, начать. да? А за счет чего? Газовый котел здесь стоит. Газовый котел? Да, домашний. И так два варианта, да? Хочешь газом отапливай, Хочешь электричество? хочешь электричеством. Круто. Вот еще план капкан доделать какой-то красивый экранчик для кондиционера. Можно Он так не очень посмотреть красиво Смотри, висит. да, понимаешь? Ну там сейчас дождик и запотело немножко, да. Дождичек запотело. Я надеюсь, что-то будет видно. Но мы еще видим. Кстати, уже вечер, темнеет. Вот, супер. Но вообще, когда жарко или там хорошая погода, откроешь окошко, вообще супер, да? Так и делаем, летом так и живем. Куда-нибудь приедете в такое место, где такая красивая панорама, лес, птички поют. Открыл и все вообще, да? Я, кстати, сейчас смотрю на канале, на ютубе, слежу за одними ребятами, мне интересно. Они по Китаю ездят. Его зовут Петя, а жену его Ирис, китаянка. И они тоже ездят в трейлере по всему Китаю. Ну, лично для меня интересна эта тема, поэтому я смотрю. Вот рад, что сегодня к вам в гости попали тоже. Как вкусно пахнет. Вкусно, Мне но нравится. плачевно. Да. Вот чугунная сковородочка у них. Последствия. Все прям Да. вытяжка такая, ничего себе. Вот недавно вытяжку поставили, еще нужна декоративная панель сюда какая-то. Тоже ждет своего часа. Просто в маленьких Я масштабах. говорю, вся разница в количестве шагов по квартире, которые ты делаешь. Да. Да. Ну что в квартире, что здесь, ты либо сидишь, либо лежишь. Ну, Да. там вот на кухне кто-то стоя работает, а так, в принципе, все остальное. Но, в Плюс-минус то же принципе, самое. можно и прилечь. Меньшее расстояние от кухни до гостиной, до спальни, а так Да. всё то же самое. Ну а Всё что, там есть. зато мобильность какая. Раз на берег моря, раз в лес, да хоть куда. Ну, это система умного дома на самом деле. Это главный хаб ее. Это система управления кондиционером. То есть это все подключено к интернету. Почти все устройства можно управлять удаленно. То есть и котлом можно управлять удаленно, Что-то вообще. и кондиционером можно управлять удаленно. Ничего Ну и себе. плюс это все еще программно работает. То есть защищает от сильных холодов, от сильной жары, автоматически все включается, работает при необходимости. Надо же, как круто. Ничего себе эту систему наладил какую. Да. Ну как бы в наше время это не то чтобы сложно, но ну и система безопасности. Такой которая Максим. сделана тоже. Умный, рукастый. Ну, Хоть что вам тут сделает. Представляете, Максим какой водитель.
на автобусе гоняет по Турции, ездит по городам, путешествует. Это что такое вот это? Это просто это запасной инвертор, который от аккумулятора 220 вольт делает. Вот один стоит, это второй запасной просто. Я с одним не езжу, потому что слишком небезопасно. Ну да. Что-то случится. А у тебя сколько здесь аккумуляторов или как здесь? Ну, как бы так, я не знаю, как тебе объяснить, на 5 киловатт-часов. То есть при нагрузке, если в 1 киловатт, 5 часов способна продержаться система. Но 1 киловатт в час такую нагрузку сложно создать. Именно, ну, не сложно, но ночью такую нагрузку мы не создаем. А днем здесь спокойно все работает. Ну ты аккумуляторы заряжаешь когда? Раз в день или раз в несколько дней? Оно же автоматически все заряжается. То есть стоят солнечные панели, почти 2 киловатта в час вырабатывают солнечные панели. То есть когда есть солнце, это все работает спокойно, без использования аккумуляторов. Аккумулятор только для ночной жизни. Так а сейчас солнца нет, как тогда? Ну, сейчас это аккумулятор. От аккумуляторов? Их подзаряжаешь просто, да? Ну, они сами, да. Когда солнце есть, они заряжаются, потом они работают. Все понятно. А вообще температура какая вот здесь в автодоме? Ну, тепла такую поддерживаете, комфортную? Ну, мы поддерживаем не комфортную, а экономичную температуру. Я бы это так назвал. Бывает момент гуляй на все, а бывает момент сидим, одеваемся потеплее, лишний свет не включаем. Да. Ну сколько примерно в среднем здесь? Ну, в районе 20-19 20? градусов. Ну, у нас в квартире также сейчас. Ну, да. 19-20 градусов в квартире. Максим смеется и говорит, что мы, живя в автодоме, стали солнцепоклонниками. Есть такое. Потому что мы, как древние народы, очень внимательно с утра следим. Первое, что смотрит Максим, открывая штору, это солнечный день или не солнечный. Ага. Ну что, там уже грибочки пошли, я вижу. Грибочки пошли, Пойдем да. поближе сниму, мне так это нравится. Грибочки шепчут. О, Грибочки. смотрите, как тут все серьезно. Так вот. А запах. Ну что, Лена? Вот так вот мы с тобой сегодня удачно зашли в гости. Еще шкафчик. Бытовка типа такая. О, гитара у вас есть? Да ты что? Давай поиграем. Надо еще. Давай. Утюги, отпариватель. Тут, кстати, вообще классная вещь для автодома. Да и для дома тоже классно. Вещи вообще моментально просто выглаживаются. Очень мало энергии потребляет. Подогревать. Мультиварка. Мультиварка. Пылесос такой. Пылесос. Компактный. Я бегу хлеб в мультиварке. 3D принтер. Это что? Принтер? А, принтер. Гитара, еще что? Укулеле. Укулеле? И этот игровой комп. Мы сегодня вам еще будем играть на гитаре. Обязательно. Сергей будет. Да, и Максим тоже. Вот твое любимое место, да? Персик. Жалкий порой. Персик. Я не скромный. Такой грозный вид. Такой грозный вид у тебя, а ты такой добрый. А, Персик. А зачем вам эта камера видеонаблюдения? Здесь система видеонаблюдения установлена и снаружи, и внутри. А Для что? безопасности. Да? Есть в этом После потребность? того, как колесо порезали ножом, я поставил систему видеонабления. Вам колесо порезали? Да. Да ты что, Но она где? еще так работает. Ну, смотри, я покажу тоже. Ага. Здесь вот, может быть, не очень хорошо видно. Здесь вот камера стоит одна. А, Она смотрит всегда на дорогу. То есть вот эту зону. Две камеры по краям снаружи, они смотрят назад. Ну, еще одна камера сзади есть, она пока к общей системе не подключена. Ну, это сколько камер у тебя здесь? всего 5. 5 камер? Да. Ну и суть в том, что когда я еду, например, оно как регистратор работает еще, полноценно записывает. Вот, Ух смотри. ты, ничего Это себе. блок записи. На него, получается, да. записывается все, что этот... Ну, там какой-то жесткий диск внутри стоит. Слушай, как ты это все собрал? У меня в голове не укладывается. Потихоньку. Это же надо каждую деталь продумать. Солнечный контроллер. То, что преобразует от солнечной батареи заряд на аккумулятор. Пускай этот блок делаешь. Вот представляете, это каждую деталь нужно продумать, каждый этот, чтобы Ну, всё судя по тому, работало. как я сделал, не сильно это все продумал. Это куча проводов. Это потому что так уже постфактум все это на скорую руку делалось. Интересно. Классно. А это что за включатели у тебя тут? Это вот эти свет, здесь свет. А, подсветочка Свет, прошла. да. Это обувницы наши такие. О, даже обувница есть, Да, смотрите. здесь каждый сантиметр нужно использовать, поэтому здесь электрощитовая. Покажу. Штучка такой есть.
это главный, скажем так, узел электрики. это нашего автомобиля. мозги, да? Ну, не мозги, ну, электрика. Ну понятно, распределение. электрика, да? Здесь тоже видишь музыка, наши личные ящики, это Ну мы, да. там, Светки, Ящички, понятно. для всякого барахла. Супер. А вот здесь сколько вольт получается вот это? Вот это, Ну. ну, у нас два вида, то есть вот эти лампочки, например, они на 24 вольта, мелкие. 24, Да, да? вот это 220, вот это тоже 220. А, ну у вас преобразователь есть, да, вот Да, этот, да. Ну, который... он сюда включен, 3 киловатта он способен дать, наверное. А, как интересно. И что, в розетках 220, да, тоже? Так вот это вот, здесь еще дополнительную кровать можно сделать или что? Да, раскладывается все, это мы с другом делали, все полностью кастомное, с нуля все делали, все эти диваны. М, Два этих раскладываются вниз, стол. Вот, кстати, смотри, здесь одна направляющая, вот здесь он цепит. Есть ниже еще одна направляющая. Это специальное крепление для автодомов. Переставляется там, и нога она откручивается. Опускается и чуть-чуть. опускается, да, А. на высоту уже. Опускается, вот эти подушки Да. ложатся И и... здесь вот специальная подушка есть, вот она. Так тут она даже сюда кладется. 2 человека могут так Да, здесь поместиться, да? метр 10 на где-то метр 75, наверное. Такая, получается. такой диванчик. Ну так и есть, это гостевая зона, ну и мы используем когда. М, Иногда так используем, как стол, иногда все складываем, и как топчан такой получается. Летом, говорю, днем поваляться. Да-да-да, здорово. Ну пойдем в вашу эту комнатку посмотрим, ну, интересно. Проходи, а что там? Можно мы туда Сейчас проберемся? Да, мы туда занырнем. Да, вот это один из минусов автодома, что надо просить Не, это не минус, это отойти. наоборот чтобы коммуникация, В прошлом общение. нашем автодоме Не-не, это нужно просто- было просить на улицу людей выйти, так что это уже следующий уровень. А, это батарея, Да, да? еще одна. Это батарея, вот прям здесь подогреваются, включатель, вот свет, тик-чик, выключается, полочка, здесь фонарик. Вот там вот будет дверка у этой Да, полочки. полочка, шкафчик С этой превратится. полочки регулярно все падает, когда мы А. едем. Там в плане есть дверь. И еще один небольшой навесной шкафчик. Вот, здесь столик такой есть, можно поставить компьютер или еще что-то. Вот такая полноценная кровать. Надо же иногда и уединение, может быть, какой-то важный созвон, может быть, что-то еще. Планируется еще дверка на входе в спальню. И планируется, ну, как бы нет, не планируется, так и делаем иногда, что если надо разбежаться, то есть работаем и друг другу, чтобы не мешать, то кто-то идет туда. Там тоже удобно сидеть. У нас есть маленький вот эти турецкие, раньше было 2, даже сейчас один маленький турецкий столик с короткими ножками, и мы его там ставим, очень удобно. Интересно. И работаем, да, там все есть, зарядку. А пока дверки нет, ты говоришь, так, я закрыла дверь, все. Я тебя не слышу. О, картошечка, смотрите какой. Это что-то шедевр. Ту-ду-ду-дум. Идем. Что в нем интересного? Вы про- Интересно то, что сюда зайти можно вы про целиком. просторное сделали, Расскажи смотри нам про какое. эту систему, Хорошо. про вид разновидность Полотенчик, кстати, туалета. тоже от котла работает. Ну, тут как бы тоже что стандартно. Щетки зубные. Да, надо же. Домой еще всякие принадлежности. Для кота туалет. Да, Кабинка. Ну, такая мы ну да. так сделали, в принципе. Это обычный бытовой поддон. Смеситель тоже все бытовое, обычное. Ага. Здесь окошко есть для проветривания. Проветривание, это классная штука. Проветрил, открыл, все, супер. Да. По поводу туалета. Туалет полностью самодельный, унитаз. Давай. И он, как это называется, компостного типа. То есть он так Да, выглядит. да. У него здесь разделитель, вот это то, что я сам полностью делал, вот эту чашу белую. Ясно. как ты её Интересно. Ее, кстати, на 3D принтере сначала я печатал, модель, с нее потом лепил. Да Уже ты из что? стекла, из стекловолокна. Но суть в том, что эта штука, она кучу денег экономит. Ручная И сил, работа. и времени, я не знаю, все она экономит, я не А знаю почему. еще расскажи, почему мы именно такой туалет выбрали? А почему такой А туалет почему выбрал? мы компостный туалет выбрали, а не кассетный? Расскажи. Вспоминай, почему. А ты мне расскажи. Я не знаю, почему мы выбрали. Много же мы всего смотрели. Я не Света знаю. колись. Потому что когда номер 1 с номером 2, то есть твердое с жидким Все, смешивается. я понял. Что хочется это рассказать. Смысл в том, что воняют, ну, как бы причина запаха, и как многие спрашивают, почему, ну, как запах есть, нет. У нас запаха вообще нет, ноль, никогда нет запаха Ага. в туалете. Потому что, как бы, запах возникает, как, например, деревенские эти туалеты. Когда ты ходишь в туалет, и все вместе смешивается, она начинает бродить.
Если это не смешивать одно с другим, жидкость с твердым, скажем так, то оно не бродит. А, вон, ничего себе, Да, какие да, тонкости. да. Да, а теперь... И ещё- жидкое у нас стекает в баки серой воды, которые, ну, больше там 95% это вода с кухни, с душа, со всего. 150 литров в баке стоят. А, 150 литров воды для грязной- мыться для там. грязной воды. Нет, Это слив. 500 это Чистая литров, вода. это чистая вода, вот она, Ничего вот он себе. этот бак, вот он тоже будет А, закрыт. Сейчас пока это смотри, все не очень красиво выглядит, вот Зато он мы его увидим. под да, кроватью, зато вон увидим. она, вода колышется. Это Точно. багажник уже под кроватью, и вот в нем вот этот Мгм. 500-литровый бак. Он потом красивенько так закроется, здесь будут ящички выдвижные. Надо же. Вот, а для грязной воды 150 литров. Ну М. да, чуть чаще. Ну как бы там эта Вы вода питьевую из- воду вот так вот покупаете, да? Да, Это, самый оптимальный вариант. Да. у нас. специализированное Эко-туалет место, у вас, да. все понятно. Слушай, как я, знаешь, что заметил? Что у тебя дощечка, и это, она же крышка. Это вообще- Это случайно. Да, это случайно так совпало? Нет, так не должно было быть, на самом деле. Просто крышка в Я свое думал, вы время... такие продуманные, что настолько у вас все прям... Вообще, ты знаешь, в автодоме надо уметь Надо некоторые же. вещи использовать сразу для разных целей. Да, да, Это да, да. хорошо, потому когда так получается, это хорошо. Но мы планируем купить крышку, не Да, да, думай, да. что из этих соображений. Интересно. Ну, мне понравилась идея. Супер. Ну что, Лена, будем когда-нибудь путешествовать в автодоме? Ну, воду мы покупаем в бутылях, поэтому мы уже готовы. Первый шаг есть. Ну, это прям надо все понять. Это же, вот действительно, вот кажется, ну, автодом, а здесь же столько разных деталей. Там и канализация, и водопровод, и электрика, и все здесь. И плюс к этому это еще машина. То есть нужно на ней ездить. Полноценный частный дом, Да, только с действительно. запасом прочности, чтобы все это не развалилось, пока ты... Да. Да. Слушайте, Ну и здорово, что ты полностью можешь не зависеть, в Автономно. принципе, Да, да. от каких-то коммуникаций. Понятно, что аренды. воду в городе Жилья. можно... Это вообще большой плюс. примерно 10 тысяч вы сказали, да? Это Это было? по текущим деньгам, 10 тысяч долларов. Тогда это было, получается, ну, 5-4-5 А, тысяч долларов. это было. так вот, да? Да, то есть, Интересно. ну, понятно, что автобус не новый, 99-го года, но из плюсов то, что мы его купили именно в автосалоне, который продает автобусы чисто, бэушные автобусы не торгуют. Они его весь выкрасили. Понятно, что, может, там что-то лишнего закрасили там какие-то, но в целом для меня это был больше плюс, чем минус. Ну и как это все начиналось? Купили вы автобус, что дальше делали? Дальше все начинали из него убирать. Тут было 28 сидений, все сиденья нужно было вытащить, всю обшивку снять с потолка, с стен, со всех, все окна снять. Окна было вообще, это отдельная история, как мы их снимали. Мы их снимали дня 3, наверное, эти окна, срезали специальной проволокой. У нас где-то 50 метров этой проволоки ушло, потому что, ну, очень сложно было снимать окна. Потом очень много ржавчины было. Автобус был дырявый, у него крыша вся была дырявая. На крыше еще стоял огроменный кондиционер, который весил килограмм 200. Мы его тоже сняли. На месте его осталась огромная дыра, которую нужно было заделать. Крышу всю тоже там, она стоит из стыков, ее нужно было всю шлифовать. Все эти стыки заново проклеивать их. Я стекломатом их проклеивал, стекловолокном. Что у тебя не сохранилось видео, как вы это все делали? Есть Да? фотки, видео, что есть. да. Интересно, Что-то слушай. потом могу скинуть. Ты, посмотришь. может, несколько Я тебе кадров мне скину, скинешь? скину, ты Может, я просто даже поставляешь. да. видео повставляю, мне прям интересно, Я как тебе это скину. было. Вы в Потом, Анталии делали? да. Потом, когда, ну и понятно, что мы еще крышу срезали, подняли, все это заварили. Спереди над лобовым стеклом балка была такая металлическая, она была полностью сгнившая, мы ее заменили на новую всю. То есть как бы такие элементы, то, что было сгнившее, мы это все поменяли по сути. Здесь таких моментов критичных не осталось. Сделали выше, потому что у тебя рост высокий, ты Не только. под себя приподнял, наверное, да? Не только. Здесь автобус получается, если ты представляешь себе, то есть два ряда, ну там два сиденья, здесь два сиденья, а посередине туннель. Представляешь, да? Да, ну Туннель да. он ниже. В этом туннеле у нас встали баки грязной воды и закрылось в ровный пол, чтобы не было никаких перепадов. Мотор был выше, потом туннель, мы все это выровняли, и эту высоту нужно было компенсировать. Самое простое решение было, кто-то срезает все это там выравнивает, и тогда ты багажник срезаешь. И это такой неоптимальный вариант. Самое простое было крышу поднять. Да, ну за это, наверное, как пока документы делал, нужно было доплачивать. Нет, Еще ничего не надо что-то, будет оплачивать. По габаритам автобуса ничего не поменялось. То есть у него было на крыше много навесного оборудования, как кондиционер, там еще какие-то спойлеры, там что-то стояло, какие-то штуки дополнительные. Все это убрали. Там сейчас солнечные панели стоят, которые максимально плотно к крыше прилегают, и больше ничего нету.
И то есть по габаритам автобус остался один в один, как он был до этого. По паспорту ничего не поменялось. То есть вы потом вызывали специалиста, он как-то все это Не регистрировал? совсем. Да, или То есть, как когда мы это все сделали, это мы заехали. Ну, то есть ты обращаешься в проектное бюро, они рисуют проект твоего автодома. И этот проект они отправляют в специальную контору, которая занимается проверкой, что ли, назовем это так. То есть соответствие, насколько твой проект соответствует тому, что нарисовано. Мгм. Потом через время ты берешь у них, назначают они тебе встречу, ты едешь к ним, они проверяют визуально, все ли так, все ли в порядке у тебя. Например, что они проверяют? Чтобы все дверцы были закрывающимися, чтобы ничего само по себе не открывалось. Чтобы было соответствие автодому. Что значит? Что есть зона для готовки еды, зона для приема пищи, есть зона для сна, например. Такие там 4 зоны, еще какая-то 4-я, я уже не помню. Ребята, откройте сыр, что-то. Ну, вообще оттуда. Вот. 4 зоны, чтобы они обязательно были, они за этим тоже смотрят. И еще для них супер важно, чтобы штатные кресла стояли. То есть смысл в чем? Что у нас автодом зарегистрирован как сколько получается? Раз, два, три, 4, 5 плюс 1. Вот, у нас 5 плюс 1 категория идет количество мест. Но мы зарегистрировали его, когда у нас штатные сиденья стояли. То есть мы именно так регистрировали. Потом уже, в принципе, здесь никого не волнует, что ты тут делаешь. Вот. Ну, по факту с нами вообще редко Ну, эти ездят. сиденья, они тоже надежные. Они Да. очень так. Ну, тут ремни безопасности, все прям Много им Да, было кстати. уделено внимания, разработан был Да. тоже для них. С другом инженером, Да, тут прям да. серьезно мы с ним все делали. Слушайте, супер, супер. Я просто восхищен. Даже вот представить, сколько это труда. Тут один шуруп закрутить, там что-то сделать, можно потратить там, не знаю, 2 часа. А тут, представляете, сколько работы, все надо продумать, все рассчитать, все сделать надежно, красиво. Действительно. Ну, тут такая штука, что продумывать и делать можно бесконечно, мне кажется. Ну, Потому да. что даже сейчас, то, что мы сделали, я уже, знаешь, как это следующие мысли, там, если будет новый проект, какой он будет, как я буду делать, какие ошибки я избегу уже, потому что Да, здесь и тоже когда пожил, понимаешь, что вот как у нас, например, в предыдущем автодоме, нам так нравилось, мы насмотрелись видео с террасой наверху, и эта терраса, сколько мы ее делали, позвали друга, который... У вас наверху есть терраса? Не, да. Нет, предыдущего. здесь нету. Это про террасу рассказывает, Да. а показываем нас с Максимом. Я решил Свету показать. Мы залезли, так торжественно залезли на эту террасу, посидели на ней минут 15-20, поахали. Подруга моя сказала, смотрите, где-то там Бетельгейзе. И на этом, в общем, собственно, наше пользование Да. террасой закончилось. И мы подумали, что в следующем автодоме у нас террасы не будет. Поэтому выяснилось, что не все, что показывают в роликах, оказывается, тебе тоже очень нужно. Может быть, оно Хотя тебе хочется. совсем не нужно, да, хотя это очень Здорово. красиво выглядит, но мы так ни разу практически, Слушайте, пару супер, раз, я может уже быть, этим предвкушаю, у меня уже воспользовались. вырабатывается правильный желудочный сок. Недавно У прочитала, вас здоровое что питание, даже при слушайте. виде на еду уже все, что нужно, вырабатывается Смотрите. в нашем организме чудесно. Салат витаминка. Сейчас мы все это увидим на столе, как будет красиво смотреться. Так, ну все, продолжим сейчас с Максимом интервью. Значит, где-то около 10 тысяч долларов обошлась покупка этого автобуса. И Ну, что не, вы... нам дешевле она обошлась, Да, это я тебе дешевле. говорю, как сейчас это стоит. А, как сейчас это Текущие стоит. цены. Текущие А цены. нам-то оно вышло где-то, 1005, 4 даже, наверное. 2 года Ну, в то назад, да, время, получается? время. И сколько вы вложили, вот, чтобы все построить, все купить, все наладить? Ну, я думаю, еще порядка 10 долларов. это точно. Но ты по сегодняшним ценам говоришь. Ну нет, за вот этот период я тебе в долларах поэтому говорю, чтобы было А. плюс-минус понятно. Ну, то есть 10 и 10, 20 тысяч в общем, да, обошло? 15 где-то. Ну, 15 мы 5 потратили на автобус, и еще 10 потратили на постройку. где-то. Все ясно. Лирическое отступление на тему посуды в автодоме. Уважаемые телезрителя, обратите внимание, тарелочки не целые, да? Почему? Потому что если ты хочешь в автодоме керамические или похожие на них тарелки, то с большой долей вероятности вот в такое состояние они придут. Если, конечно, ты не очень сильно готов их складывать, потому что, конечно, можно каждый раз, когда ты куда-то едешь, их как бы перекладывать в специальные
ну, коробочку, да, где они там будут ехать аккуратно, но иногда тебе надо быстро куда-то отъехать, и если ты предпочитаешь такие тарелки, которые у тебя стоят на сушке, то как бы понятно, что рано или поздно они в такое состояние приходят. В предыдущем автодоме у меня были деревянные тарелки, но красивые деревянные тарелки оказалось добыть очень тяжело, поэтому в этот раз мы не заморачивались, купили такие, ну вот, это, как это, ваби-саби у нас, короче, здесь японская. Красота в несовершенстве. В общем, надо какой-то пластик такой хороший, да, брать? Но из пластика вообще кушать не хочется, потому что как раз не очень экологично. Пластик, он не любит кислое и не любит маслянистое. А тогда какой вариант самый? Ну тогда либо дерево, либо вот... Или металл, кстати, металл как вариант. Но тоже немножечко непросто, наверное, найти что-то такое красивое. А мне очень понравилась красота. Поэтому, ну, ваби-саби. Пусть будет. Кстати, это я, называется, Японская нарезала к вашему философия. приходу. Можете что-нибудь укусить пока. С удовольствием. Спасибо. В общем, 15-20 тысяч. Ну, в таком формате, если ты делаешь своими руками. Ну, то есть, это опять же, тут нет предела совершенству, потому что можно автодом, то есть вот сейчас мы там помогаем другу строить автодом, у него новая машина, и у него он выходит уже порядка там 70-80 тысяч в месяц машины. Но это новая, это с нуля прям купленная машина, то есть там сама машина стоит. И он делает по максималкам, то есть там все, что лучше есть в этом мире на тему автодомов, у него все это установлено. Мы экономим за счет того, что у нас многие вещи бытовые стоят. То есть бытовые сильно дешевле, чем... Надо с твоим другом познакомиться, сделать вторую серию. Да, приезжай в Газиантеп. Приезжайте в Газиантеп, кстати. На востоке Турции, там. Да. вот, Приезжайте в Газиантеп, вы там столько сюжетов наснимаете. Место Если будем, потрясающее. обязательно зайдем. Восточная Вот Турция такая для нас пока гастрономическая столица Турции. Да. Сколько площадь вообще, общая площадь какая? 13 квадратов. 13 квадратов, да? Все вместе. Слушайте, 13 квадратов. И можно себя прекрасно... Оказывается, не так много человеку и надо, да? Действительно, да. Кто-то говорит 2 метра, у нас 13. 2 метра, да? Ну, Вот бывают автодома же как прицепы, в этом плане. прицепляют за Их автомобиль. вообще, наверное, там И, мотают. наверное, Ну, да. с ними надо учиться ездить. Я такое вообще не люблю, если честно. А здесь, конечно, лучше. Вот такой Да. модель мне больше нравится. Просто ведешь автобус и все. Ну да, и представь, мы бы не смогли жить так вот, ну, на постоянке, все время меняя локации. Мы меняем локации, ну, каждые 2-3 дня, это точно. Все время переезжаем с одного места в другое. Пришлось с прицепом это делать. Да, да, да. Вот. То есть надо тебе куда-то, ты приехал сюда с прицепом. Там, потом Хотя у нас есть самокаты. И, в Электрические. принципе, ну, когда погода хорошая, нас очень выручают самокаты. У нас электрические самокаты, мы их заряжаем, ну, здесь прямо, они у нас лежат в багажнике, они лежат и автоматически заряжаются. И, в принципе, это прям супер средство, потому что мы его просто чпуньк сложили, в багажничек положили, мы даже не цепляем. Некоторые автодомщики, они возят сзади свои мопеды, например. Да, Вот. да. Нам, в принципе, удобно, потому что у нас получается 2 личных транспорта. У нас 2 самоката, и иногда у нас получается так, что мы едем просто в разные стороны, и по городу на них очень удобно гонять. быстро. Сейчас уже буду заряжать камеру, пока мы тут разговариваем, уже камера подсела, немножко батарейка. Ну, в общем, вот наш ужин. Картошечка, грибочки, салатик, витаминка. Ну, в общем, все. Ням-ням-ням. Вкусная. Ну Друзья, что? одна осталась чистая вилка, остальное ложки. Кому Мне, принципиально? мне можно ложка. Большую ложку. Что не очень Видите? вкусный. Ой, какие ложечки интересные. Ушки. А, даже. Муж приехал ко мне в Турцию с приданным. А, Да, с чайником чугунным, с А, кстати- мисками, с ложками, с вилками. Кстати, давайте рассказывайте, как это было. Как я он, приехал? как он приехал и сколько лет назад это было. 8 лет. 8 лет уже? 8. Я в Турции 10 лет, Ага. Макс 8 лет, жена мне 7. Приехал отдохнуть на 3 недели, через И месяц отстал. переехал уже сюда. Вот это уже интересно, вот это А через 2 поподробнее. года женился, да? Кому-то нет. именно такие Через темы полгода. интересны. Там. Через А то автодом туда-сюда, лучше Ну, расскажите. всего не расскажешь, поэтому тут как бы будет у тебя потом 2-часовое видео. Вот, а потом, может быть, мы с Леной когда-нибудь расскажем, как у Как нас мы это все построили было. дом на колесах. Но мы в браке уже 14 лет, 15-й год. Вот. Тоже Тоже как-то вот так вот. живем. Так грустно сказал. Еще вздохнуть. Посочувствуйте нам. 14 лет.
Я была его училкой. Серьезно? Я была его училкой Языку турецкого. учила. Да. ты турецкий? Я учила его турецкому. А ты вместе. думал, в младших классах я такой маленький ходил, типа, иди там к доске. Он приехал с друзьями, и так получилось, что они, в общем, хотели учить язык, но на те курсы, на которых они хотели учиться, там, в общем, не вышло. Мне их стало жалко. Я говорю, давайте я вам помогу. И Максим исправно очень хорошо занимался до тех пор, пока мы с ним не начали встречаться. Почему-то Я потом, выучил турецкий. С тех пор он резко двоечник. интерес к турецкому пропал. Такой интересный напиток, вкусный. Сейчас будем дегустировать. Молодцы, умельцы. И Это не мы, это не мы. А, не Это вы? наш друг Янис. Янис. Привет Янису. Да. Как раз за ужином очень хорошо. Он еще считается маленький относительно других. А, тебя это еще и порода кофта такая, да? есть. Мейн-кун, да. Мэн? Мейн-кун. Мейн-кун. Типа из штата Мэн. Они из тех М. краев произошли. Ну, Поэтому красавец, вот красавец. У него такой вид, мы когда зашли, я Американец. немножко даже это... Ну, изначально американцы, да, но вот это какая-то ветка из Германии. А он нам такой объяснили. добряк-добряк вообще прям. В шоке? В шоке же, да? Да, О, да, так да. это вообще... Да, мы в шоке, да. А, ну они еще, смотри, они с солью, морской солью немного. Ну, они такие подсоленные чуть-чуть. Слушай, надо же, вы для меня это Америку открыли сегодня. А иногда они бывают в масле продаются. Прямо Серьезно? баночкой, и они в масле. Мы так сами делали. Кстати, тоже. я открою секрет, ребята здорового питания придерживаются. И раз они это едят, значит это нормально. Мы раньше сами так делали, покупали, они прям сушеные здесь продаются. И, Да-да-да. кстати, на солнце, да, часто сушат вот эти деревенские разные. И потом в масло оливковое их замачиваешь. Все, и тоже можно будем, использовать. будем где-то. брать Интересно 100%. эти нарезанные, а так бывают они маленькие, Да. такие Мгм. Бывают высушенные, большие. да? Вот иногда действительно Ядерные. ходишь мимо и не видишь, ну, Да. думаешь, что это такое, там, даже внимания не обращаешь. Очень обогащает, А я сейчас да? попробовал, мне очень-очень обогащает. понравилось. Вторая часть марлезонского балета, как говорится. Шиповник. Как это чудо готовится, Света? Чтобы шиповник быстро заварился, я его в кофемолку засовываю, да. Вот, и обычно потому что шиповник ждешь, да, закинул в термосик и ждешь полдня, пока он там настоится, а так он прям очень быстро И заваривается. смотри, еще имбирчик. И Да, тут да, я имбирь же вижу. еще плавает, да. Имбирь, шиповник, супер полезный чай. Я еще сегодня обратил внимание, что правда у вас каждый кусочек как два в одном, да? Вот здесь вот такая стоечка, подпирающая столик, и она же для котика тоже. Как вот ты видите? дёргай служит. Да. А Всё. котик умный, он теперь только эту стойку. Да, Котик уже персик уснул. очень сначала взлюбил. Персик сначала очень взлюбил обшивку вот эту, порывался ее драть, но Ага. персику было указано, что для Ну. него специальное место выделено. Ну вот как Максим Вот. сегодня говорил, Максим это- даже показывал ему, да, буквально изображал, как это надо делать. Персик посмотрел на это все дело и понял, что лучше согласиться. одна из самых умных пород, да, котов. Мгм. Что тебе напоминает автодом? Ну, ты знаешь, я не знаю, вот, что я в автодоме. Я вот чувствую, что я куда-то еду в такой приятной компании. И даже не важно, куда я еду. Как Главное, будто в с поезде, кем. да? А еще Части. немножко, Тык-тык-тык только. немножко когда качнется или от ветра, или от, А, от кстати, того, да, что ходим, ощущение движения. как будто в купе-вагоне такой, в Мгм. цивильном в таком едешь, да? Да. Интересно. Класс. Сейчас еще. Да, но на самом деле небезопасно. То есть мы таким не злоупотребляем. Если мы едем, то мы садимся и все пристегнуты. У нас даже, видите, мы очень М. долго заморачивались, думали, как вот если для Кстати. гостей, да, сделать вот эти вот штуки. Это как бы целая тоже была эпопея, как это сделать, чтобы это было безопасно. Потому что по правилам, если езда, да, ты должен сидеть на месте. Вот. Мгм. Ну, может быть, очень мало было таких случаев. Однажды я помню, что мы уже очень поздно ехали, и я сказала: Максим, все, я пошла спать. Я добралась до кровати, завалилась. А, то есть такого нет, что Вот. ты вот там вы едете, Нет, что а я ты там готовлю или готовишь, что-то или делаю. там Нет, лежишь? я всегда стараюсь Ух сидеть, ты. да, пристегнутый. У нас кот даже знает свое место. Он как только Тоже Макс пристёгивается? заводит, да, он слышит этот звук завода, и он такой порядочный. У него там есть свой тазик такой, мягкий Сегодня мы тазик, и он в снимали этот уже это. мягкий тазик, да, приходит возле Макса, ложится, и, значит, все, я готов ехать. Слушайте, у вас дисциплина на корабле. Ну да, молодцы, молодцы. Видно, что такой уют стараются создавать ребята. Видите, как все классненько.
В этом видна рука Светы уже, да? А на самом деле, Дизайнер. на самом деле, знаете, как интересно, все, кто знает меня, они, когда еще на квартире мы жили, все, кто мои друзья, они приходили и говорили: о, Света, как ты все классно придумала. А когда приходили друзья Макса, которые со мной не были знакомы, они говорили: о, Макс, как ты классно все придумала. В общем, вы оба Вот. такие творческие Поэтому в этом личности, плане да? мы нашлись, да, мы нашлись. В детстве Макс таскал с помойки обычно какие-то электродетали, а я таскала с Радио. помойки какие-то рамы от картин, какие-то материалы, кожу, вещи. И вот вы нашли Вот. друг И друга. вот мы нашли друг друга. Да, теперь мы уже выросли и не таскаем с помойки, как правило. Как правило, не таскаем. Вот. Но какая-то тяга, да, к обустройству. Чаще на помойку таскаем, чем с Да, помойки. да, Вот это мы такие. выросли вообще, прошли долгий путь. Теперь, да, мы минимализируемся и таскаем теперь чаще на помойку, Да. наверное, чем с помойки. Иногда с болью в сердце приходится выбрасывать даже Автодом ценные вещи не реально. терпит, да, Ну не да. У меня терпит. была история, когда я купил крепление для велосипедов для этого автодома, потом понял, что я его не буду ставить, там слишком заморочек много, там его регистрировать надо отдельно, все такое. Ух ты. Пытался его продать, никому не продал, просто выбросил. Ну надо же. Понял в какой-то момент, что все, нервная система потратится на Да, него но больше нервов. его каждый и- раз туда-сюда Ну, прикладываешь, его оно надо во что лежит, оно вынуть, да, портит из другие багажника вещи, оно не засунуть. габаритное такое, неудобное Мгм, все. мгм. Но оно прям классное, Всё. железное такое, европейское было Максим крепление. собрался с Очень духом качественное. и обрадовал И до сих пор какого-то рассказываю историю. чопчу или хурдаджи, да, Если то есть вам, мусорщика, кстати, который да. собирают у нас Он бы здесь, еще да. вот это Знаете, как оценил, человек да? обрадовался, он нашел огромный Слушайте, кусок металла, я знаете, который что Со можно стремянкой взять. рядом. Знаете, С что стремянкой рядом. вспомнил, что у вас в шкафу лежат инструменты. Может быть, еще поиграем на акулеле. Акулеле это кто играет? Света, ты, наверное, да? Да, Нет, ну я там где-то 1,5 песни знаю, и это О. было очень давно. Ну, мы очень хотели услышать. Это было очень давно, может быть, Макс что-то на гитаре сыграет, я думаю, может быть. И акулеле, и гитара? Начинается наш творческий вечер. Ну Я что, без скрипки сегодня. ты без скрипки? Лена на скрипке играет, но не сегодня. Света играет на акулеле. Нет, Света знает 1,5 песни на укулеле. А бы было интересно послушать. Авторские права прилетят на ютубе. Света, ты в копию поешь, точно авторские права прилетят. У-у-у. Так хочется. Класс! Молодец, слушай, супер, ничего себе. Я ловила. Я хочу. Слушай, чтоб вам меня надо это, любили, я хочу В каких-то жить. туристических местах шапку так ставить и концерты давать. Очень красивые слова, на самом деле, у песни. Не пропадете. Да. Песня про то, что все, что я хочу, это просто услышать твой стук в мою дверь, и что, в общем, ты меня сделала таким прекрасным человеком. Последнее прощание. Вот. Умираю немножечко я внутри. В общем, забери мое тело. Вот так вот. Все я хочу, это найти кого-то такого, как ты. Ну, вот так вот. Супер. В общем, про любовь. Интересно, Про что большую чистую любовь. это прямо вот это, в вашем стиле, вот эта машина, это дом, и это немножко, мне показалось, она как фолк, но нет, это, наверное, вот, что это за направление? Какое-то что-то такое, Поп-рок, фолк-рок. поп-рок. А, поп-рок? М, Ну вот, что-то такое вот, романтика. Здорово, да, да, да. Романтика такая. Слушайте, а на турецком языке? Ты же учитель турецкого языка. Может быть, что-то на турецком? Да, есть одна песенка, но Макс ее не играет. М, Который тогда Надо пели, что ли, в караоке? Порепетировать. Все-таки будет следующая серия. Да, может быть, для следующей Да, серии. да, да. Да, кстати, есть песенка Ну очень, ладно, которая мне будем нравится. ждать с нетерпением. Я Уезжаю, пора. Итак, песня нашей молодости. А над нами бьют хвостами киты.
Я не знаю точное название, но Дыхание. дыхание, да? Все. Нет? Как дела? Хорошо. Давайте. Я просыпаюсь. Ну Плавно. давайте, что-нибудь поснимайте. У нас ладно. новый, это как это, такая фишка режиссерская. Все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. В облаках. Застыл лунный неверный свет ливнем, перемешались города и я. И так можно. И по кругу. А снег идет стеной, а снег идет весь день, а за той стеной Магний Магний, кальций. и клюква. Так вот. А еще вот такая прикольная штука. Максимчик пьет. Чтобы вкусные, красивые снились. на солнце тоже, да? Ну, вроде бы, как сказала. А над городом ночь, а над ночью луна. Ах, как это мило, очень хорошо. Займемся нарядами, заполним заботами быт. Ой, какая милота, я вообще не могу, какая песенка. Какая была так?